Мы живем в мире и общаемся с людьми, многие из которых кажутся нам в принципе нормальными и безобидными, но вот когда ты с таким человеком пообщаешься, потом у тебя чувство тревоги, какой-то неуверенности или вины. Это связано с тем, что такие люди таким образом выстраивают взаимоотношения, что они оказываются для окружающих разрушительными, связано с определенными особенностями психики таких людей. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений, и сегодня я расскажу о 7 типах людей, от которых стоит держаться подальше, потому что общение с такими людьми приведет к тому, что вы будете чувствовать себя психологически неблагополучно. Если эта тема вам интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами начинаем. Первый тип людей, от которых стоит держаться подальше, это такой хронический обесцениватель. Это такие люди в нашем кругу общения, с которыми ты когда общаешься, вот ты чем бы ни поделился с ним, он вначале вроде бы тебя поддерживает и тут же обесценивает. Такой человек, который да, но. Предположим, женщина делится с коллегой каким-то своим проектом, а он говорит: вообще интересно, но вот не знаю, насколько это вообще перспективно. Главное, чтобы тебе понравился, посмотрим. Понимаете? То есть всегда есть обесценивание, но вначале всегда это вроде бы как формальная поддержка, что создает общее впечатление, что человек к тебе как-то дружелюбно настроен. В чем опасность общения с таким человеком? Это он медленно съедает твою самооценку. Потому что если ты будешь постоянно с таким человеком делиться своими какими-то планами и достижениями, он их постоянно будет обесценивать, показывая, что меня это вообще не впечатляет, и ты будешь чувствовать себя, что ты занимаешься какими-то вещами, которые вообще не имеют смысла. Второй тип таких людей — это такая жертва по жизни. Это человек, который постоянно жертва обстоятельств, жертва других людей, он постоянно ноет. Предположим, не знаю, там какая-нибудь подруга, ей вроде бы дали шанс продвижения на работе, она говорит: я не знаю, зачем вообще стараться, может у меня ничего не получится. В чем опасность общения с такими людьми? Если ты с таким человеком общаешься, он же постоянно жалуется тебе, и ты можешь неосознанно постоянно хотеть его спасать. А спасти же такого человека невозможно, потому что это у него такая стратегия по жизни — быть постоянно жертвой. И вот ты начинаешь о нем думать, пытаешься, может быть, что-то ему советовать, что-то для него делать. Все это бесполезно, и твое эмоциональное выгорание просто неизбежно в результате. Третий тип людей — это мягкий контролер. Это человек, который к тебе относится так, как к тебе в детстве могли относиться родители, когда ты был ребенком, и они тебя как-то контролировали. Только сейчас ты взрослый, а такой человек к тебе так вот относится. Такой яркий пример, когда партнер говорит, что зачем тебе эти друзья, зачем ты с ними общаешься, они на тебя плохо влияют, у них плохая какая-то там денежная карма, ты лучше проводи больше времени со мной. То есть он тебя вот так вот контролирует, вроде бы как заботится, но по факту это всего лишь контроль. В чем здесь опасность? Если ты общаешься с человеком, который тебя постоянно контролирует, то ты находишься в такой полудетской какой-то позиции, а ему позволяешь быть в родительской позиции. В такой ситуации ты в принципе можешь потом вести себя и с другими людьми себя немножко так из детской позиции. Четвертый тип — это дружелюбный конкурент. Такие люди, которые вроде хотят с тобой общаться, они дружелюбные, но при этом постоянно конкурируют. Им постоянно нужно как-то у тебя что-то украсть, какое-то первенство. Предположим, женщина сообщает своей подруге, что она наконец-то решила пойти в спортзал. Это для нее важное было решение. И вот она там с понедельника, не знаю, запишется. И вот чуть позже вот эта ее подруга выкладывает в Инстаграме пост, что я решила пойти в спортзал, это важное для меня решение, не знаю, порадуйтесь за меня. То есть вроде бы ничего страшного не произошло, но вот это важное достижение, с которым женщина так вот в приватной обстановке поделилась со своей подругой, та у нее как будто бы забрала. С одной стороны, общение с конкурентом, оно заставляет тебя развиваться, с другой стороны, такие постоянные терки заставляют тебя терять свой покой. Поэтому сами смотрите, важно ли вам общаться с такими людьми, которые постоянно устраивают такие какие-то детские игры в догонялки. Пятый тип людей, от которых стоит держаться подальше, это такой хронически непредсказуемый тип какой-то. Человек, который постоянно, он то холодно, то жарко. Такой яркий пример. Скажем, человек, с которым вы только начинаете встречаться, у вас какой-то вечер, так классно проводите время, столько романтики, он прям сочится, вроде бы, так классно. А на утро он пишет что-то вроде: мне нужно подумать, вообще нужны ли мне сейчас отношения, ты пока меня не беспокой. То есть он то холодный, то горячий, вам непонятно, что вообще происходит. Такой человек формирует у вас тревожную привязанность. То есть если вы будете общаться с человеком, который постоянно такой эмоционально контрастный, в таких эмоциональных качелях находится, то и вы тоже будете находиться в эмоциональных качелях. И подумайте, зачем оно вам надо. Шестой тип — это эмоциональный паразит. Это такой человек, который при встрече вываливает вам свои переживания, но не способен слушать вас. То есть когда у вас что-то происходит, у него всегда он или занят, или просто не может это все вынести, потому что ему тяжело. То есть такой человек использует вас как эмоциональный контейнер.
Если вы можете выслушивать другого человека, вы можете контейнировать его эмоции, это хорошо говорит о вас, что у вас есть такая возможность. Но любые отношения взрослые должны быть паритетными, то есть равными. Если вы для такого человека выступаете таким, грубо говоря, бесплатным кухонным психологом, то есть выслушиваете его какие-то переживания, а он не может вас выслушать, он не может вас поддержать, то такие отношения неравноценные, и он выступает здесь в качестве эмоционального паразита. Седьмой тип — это человек без границ. Человек, который сближается с тобой быстрее, чем ты можешь понять мотивы его этого сближения. Ну, предположим, какой-то сотрудник на работе, ты его всего 2 недели знаешь, и он тебя на перерыве спрашивает: а как ты с мужем развелась? Если ты не выставляешь границы и позволяешь ему сближаться, то спустя какое-то время, поскольку он будет постоянно у тебя спрашивать какие-то такие нетактичные вещи, а ты ему будешь говорить, у тебя будет ощущение, что этот человек как будто бы близкий тебе, потому что ты ему много чего рассказала. А какие его мотивы, совершенно непонятно. Что это за человек, чего ему нужно, как к нему относиться, также непонятно. Поэтому тут очень важно не торопиться, уметь чувствовать свой темп и выставлять границы. Эти типы людей, о которых я рассказал, могут встречаться вокруг нас, и они могут выглядеть в принципе вполне нормальными, не привлекающими к себе какого-то внимания. Это люди такие просоциальные, но вот их способ выстраивания взаимоотношений для тебя может быть разрушительным. Поэтому нужно обращать на это внимание. Не стоит сразу навешивать на таких людей таблички, что это какой-то враг, плохой человек, или какой-то больной абьюзер, психопат и так далее. Просто нужно замечать, что вот этот человек в общении со мной, предположим, часто слишком много жалуется. Или этот человек в общении со мной использует вообще такую стратегию поведения, что мне в результате от этого общения потом плохо. И просто нужно позаботиться о себе и сделать, так сказать, шаг назад. Если вы понимаете, что в вашем кругу общения есть такие люди, с которыми, когда коммуницируешь, что тебе потом как-то от этого плохо и вам сложно в этом разобраться, можете записаться ко мне на консультацию. У меня под каждым видео на канале есть ссылки на мои соцсети, пишите там личное сообщение, мы с вами договариваемся и работаем. Также вы можете поделиться своим опытом в комментариях и написать, с какими людьми, как вы считаете, не стоит общаться. То есть какие люди вам кажутся такими разрушительными. Может быть, что-то я в этом видео не рассказал, кого-то я не упомянул. Я вам буду благодарен, если вы поделитесь собственным опытом. Также, если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.